Это фанаты сериала True Detective. Что у них на лице? Это 4-й сезон. Я не планировал делать ролик по нему, но то, что я увидел, я не мог молчать. How many hours have you been here staring at this shit? Когда я впервые услышал о новом сезоне, я был заинтригован. Клариса Старлинг из «Молчания ягнят» в настоящем детективе звучит здорово. Одновременно с этим действие сериала переносится на Аляску, а Аляска очень интересное место. Там целый месяц длится полярная ночь. Аляска — это 3-е место в США по количеству самовыпилов. И, возможно, эти факты как-то связаны между собой. Кроме того, Аляска — это то, что группа Любэ хочет себе взад. Это реальная цитата. И из реальной песни. В общем, потенциал у сезона был. И вот сезон вышел, я включил первую серию, и уже на опенинге мне стало понятно, что все очень плохо. No, don't you dare. Don't you dare, no. Wait. And now it matters because it's a bunch of white men? No! Yeah! У нас два главных персонажа. Это начальник полиции в исполнении Джоди Фостер и Калли Рейс в роли патрульной. Знаем мы о них не так много. Они женщины-полицейские, у обоих есть травмы в прошлом, и они любят секс. Единственное отличие — героиня Фостер более рациональная, она такой дотошный коп, а Рейс более импульсивная, то пиво в бензобак нальет, то в драку полезет. За счет того, что они по сути одинаковые, между ними меньше конфликтов, столкновений взглядов, меньше интересных контрастов, как было правильно в первом сезоне. Ни симпатии, ни интереса персонажи тоже не вызывают. Фостер, как профессиональная актриса и просто женщина с харизмой, свою героиню худо-бедно оживляет, и эти сценарные пустоты харизмой заполняет. Вот Калли Рейс, она в первую очередь чемпионка мира по боксу, а не актриса, и это очень сильно ощущается. Что еще хуже, ее персонаж не вызывает никакой симпатии. Все, что она говорит, это провокативная чушь. Все, что она делает, это импульсивные и глупые поступки. И харизмы у Рейс, которая хоть немного могла бы помочь, нет. На копа она тоже не очень похожа. У актрисы пирсинг на лице, и у сотрудника полиции он смотрится странно. В силу особенностей профессии драться приходится часто. Один удар по лицу, и ты героиня обложки альбомов Autopsy или Cannibal Corpse. Хотя в жизни ей это не мешает, может быть, это устроено не так, как я думаю. Оба персонажа также одномерные и примитивные. Они не раскроются как-то по-новому в течение сезона. Попытка использовать тот же ход с потерей ребенка из первого сезона не работает, потому что там, где Раст Коул пьяный пришел на ужин, рассказал суть своей ситуации и вызвал всех сопереживания, нам стало понятно, почему он не такой, как все, и почему он говорит вещи в духе. Героиня Фостер просто орет. Орет и угрожает. Интересных дискуссий и монологов у персонажей нет. Вот как это было в первом сезоне. That's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion. А вот как это выглядит здесь. For real, what do you do? I pray. You pray? You mean like get on your knees, Our Father who art in heaven, pray? Oh, come on. You kidding me? You talk to God. Да, это уровень 4-го сезона. Зато у нее есть Тиндер. The one that believes in miracles?
Fantasy football? Oh, Tinder. You're in Tinder? И почему я вообще должен сопереживать героиням? Люди, они неприятные, их профессиональные навыки сомнительные. И ключевая улика, пропущенная в первый раз, и подсказки от паранормальных сил, все это выставляет этих сыщиц не самостоятельными и неэффективными. Видимо, Иса Лопес пыталась создать сложных героинь, а не идеальных Мэри Сью, но получилось, что получилось. Хороший пример того, как надо делать сложных персонажей, был во все том же первом сезоне. Это Мартин Харт, самый простой мужик с самыми что ни на есть простыми взглядами на жизнь. Oh, I was just a regular type dude with a big ass dick. В жизни такие люди могут быть невыносимыми. Например, на корпоративе будут предъявлять вам, что вы не пьете водку и не играете в танки. И как персонаж Мартин очень неоднозначный. В порыве эмоций убивает одного из ключевых фигурантов дела. В другой раз избивает парней, которых застукал со своей дочерью. В отношении семейных ценностей, которые он вроде бы рьяно защищает, он лицемер. Но это балансируется. Во-первых, многие из его поступков продиктованы тем, что он пытается защитить детей. Своих или чужих. Напрямую или косвенно. Например, девочке из борделя он дает денег, чтобы она ушла оттуда. Это сразу же вызывает у зрителей симпатию и понимание. Это еще и хорошо вписывается в характер его персонажа. Во-вторых, он попросту хороший детектив. Ключевую связь между уликой и делом провел именно он. Существенные подвижки в расследовании – это его заслуга. Он может сколько угодно не нравиться, но он знает свое дело. Кроме того, когда ему нужно действовать, рискуя своей жизнью, он действует. В-третьих, на протяжении сезона он сильно меняется, он больше принимает и понимает Раста, он учится управлять своим гневом. В-четвертых, он попросту реалистичен. Его не требуется принимать как чернокожую боксершу-феминистку, или даже как меланхоличного нигилиста, который может цитировать Ницше и может по лицу надавать, если надо. This place is like somebody's memory of a town, and the memory's fading. Stop saying shit like that. Ни одна из попыток вызвать симпатию к героиням «Страны ночи» не работает. Сюжетка с дочерью не раскрыта. Сюжетка с сестрой не раскрыта. Отрицательные качества не сбалансированы. Положительные качества, разве что скрупулезностью Фостер. Единственный по-настоящему интересный персонаж – это Роуз Агина. Она яркая, харизматичная, со своей придурью, и за ней очень интересно наблюдать. Но она персонаж третьестепенный, ее показывают всего пару раз. Может, хотя бы допросы на камеру позволят раскрыть героинь. В оригинальных сезонах они играли важную роль, одновременно позволяли нам залезть в голову персонажей, а заодно с этим соединяли временные линии и объясняли какие-то сюжетные нюансы. А в этом сезоне допросов нет. Только в конце на пару минут Джоди Фостер ответит на пару вопросов и все. С персонажами не задалось, но может быть у нас будет интересное расследование. Завязка сезона любопытная, явно вдохновленная перевалом Дятлова. Посреди ледяной пустоши находят гору голых замерзших мужиков. Интересно, как этот инцидент будет выглядеть через призму настоящего детектива, где возможное и невозможное сочетаются воедино. Но есть несколько проблем. В первых сезонах детективы встречались с разными интересными личностями, находили причудливые улики, испытывали озарения. Здесь же несколько скучных персонажей, скучных бесед, непримечательных улик и много удачи. Буквально. В сезоне очень много видений, которые возникают у некоторых героинь и подсказывают им, что нужно делать, чтобы сценарий двинулся дальше. Это, кстати, отсылка на Кинга. У героини есть что-то вроде сияния. В оригинальном романе, когда у мистера Холлорана были видения, он ощущал запах апельсинов, а здесь героиня видит апельсины, когда ей мерещатся подсказки по сюжету. И весь сюжет в сезоне наполовину состоит из дыр. Почему загрязнение растапливает лед, но не портит образцы, которые собирали ученые? Почему загрязнение может растопить лед, а какие-нибудь тепловые пушки нет? Откуда взялся отрезанный язык? Почему тезис о том, что мужчины умерли до того, как замерзли, опровергается в финале?
Yeah. I think they died before they froze. What? I mean, they didn't freeze to death. Ответов не будет. И это я не упоминаю дыры, которые являются спойлерами. Дыр настолько много, что в одну из них героини буквально лезут. Зачем? Без тросов, страховки, не взяв с собой никого, кто мог бы за ними присмотреть. Их предупреждали об опасности, а они все равно полезли. В какой-то момент надежда остается на развязку. Есть у нас тяга создавать в голове иллюзию, что все наладится, что все недочеты и ошибки окажутся частью связанного и логичного повествования, и все станет на свои места, и развязка все изменит и компенсирует. Я расскажу о ней чуть позже, но сразу уничтожу интригу. Она ничего не изменит и не компенсирует. True Detective всегда славился своей атмосферой, и она тут полностью похерена. В сезоне много комедийных или нелепых сцен. Shit. В настоящем детективе всегда не хватало комик-релиф моментов. Сюда же отправляются TikTok, Ариана Гранде. Кстати, об этом. В 4-м сезоне очень много музыки. И почти вся она в сериал не вписывается. Билли Айлиш в опенинге – это простите что. Сейчас попробую объяснить. Вот знаете, в детстве тебя спрашивали, что ты хочешь на день рождения, и ты говорил PlayStation. И на день рождения тебе действительно дарили консоль. Но только Дэнди. В 2003 году взрослый человек пошел в магазин и купил там что-то, что соответствовало критериям «оно должно подключаться к ТВ» и там должны бегать человечки. Формально задача выполнена, но... И здесь примерно то же самое. Нужна мрачная депрессивная музыка. Что у нас есть депрессивного мрачного? Ну, вон Билли Айлиш. Поет про депрессию, клип какие-то темные пауки ползают. Ну, мрачно же. Еще одну песню возьмем у нее для одной из сцен. Она тоже не впишется, зато какая у нас именитая певица на саундтреке. Сравнивать опенинги прошлых сезонов с этим нет никакого смысла. Вы и так все видите и понимаете. Именно настоящий детектив ввел моду на двойную экспозицию в видео и графике. Здесь нет ни двойной экспозиции, ни интересных визуальных образов. Зато дорогая лицензированная песня. Большая часть саундтрека 4-го сезона – меланхоличная женская попса. В такой музыке нет ничего плохого, она справляется со своей функцией, но не в сериале. Мало того, что режиссер Иса Лопес не может вызвать необходимые эмоции в сценах при помощи режиссуры и сценария, музыка это все не только не маскирует, но и наоборот показывает во всем своем неприглядстве. Из-за этого большая часть сериала смотрится как странная женская драма. И женская попса в сериале, где женские персонажи ведут себя откровенно мужиковато, воспринимается странно. Наверное, вы сейчас вспомнили Леру Лин из 2-го сезона. И это хорошо, потому что она поможет мне проиллюстрировать мой тезис. Во-первых, ее депрессивные гитарные баллады и Spotify топ-50 песен для расставания с парнями – это очень разная музыка. Во-вторых, Лера Лин была настолько органична, что ее попросту вписали в сериал. И это выглядело абсолютно естественно. Теперь давайте представим, как героини идут на концерт Билли Айлиш на Аляске. Саундтрек 4-го сезона, за исключением нескольких песен, откровенно портит сериал. Сериал много раз отсылается к событиям прошлых сезонов, а именно к первому. Спирали, имена, персонажи, которые знали других персонажей. С этим есть две проблемы. Первая. Это нам подают в лоб и делают очень навязчиво. Смотрите, мы точно продолжение. У нас другие герои, другая атмосфера, другой стиль, другая задача, но мы точно настоящий детектив. Вон у нас даже есть родственники ключевых персонажей и спирали. Вторая. Это просто фан-сервис, в котором нет никакого смысла, как выясняется в финале. Это все никуда не ведет и ни с чем не связано. За этим нет ничего. Пустота. Это забавно еще и потому, что Иса Лопес очень недолюбливает первый сезон и особенно его аудиторию. Но надо же, у нас есть два персонажа, ведущие расследование, похожие сцены, идентичные символы, точные цитаты. Time is a flat circle.
Time is a flat circle. Многочисленные аллюзии. Полный комплект, чтобы примазаться к тому, к чему ты не имеешь никакого отношения. Даже источники вдохновения у Лопес те же, что у автора оригинальных сезонов Ника Пиццалата. Исследовательская станция Цалал не просто так называется. Она названа так в качестве отсылки к Томасу Лиготти, писателю, чьи работы очень сильно повлияли на первый сезон. И если этого было недостаточно, то вот теперь мы добрались до десерта. Я, конечно, про повесточку. Old fucking white ladies like you. A bunch of white men? Not for white boys. All men, huh? Wouldn't have happened if she was white, though. How the hell did I fall for a white boy? Looking for a white ass. What do you do when you're lonely? I watch Netflix. Да мы как-то догадались. Но проблема здесь даже не в феминизме. Он никогда не был чужд настоящему детективу. У нас была Эня, которая о тяжелом бремени женщины одной сценой сказала больше, чем весь 4-й сезон. What's with all the knives? Could you do this job if everyone you encountered could physically overpower you? I mean, forget police work. No man could walk around like that without going nuts. В сериале были женщины, которые заявляли о своих правах и делали это убедительно. Girls walk this earth all the time screwing for free. Why is it you add business to the mix and boys like you can't stand the thought? I'll tell you. It's 'cause suddenly you don't own it the way you thought you did. Или просто брали свою жизнь в свои руки. Get your fucking hands off me. Проблема в абсолютной халтуре. Иса Лопес накормила с лопаты не только нас, обычных зрителей, но и адептов СЖВ. И их в первую очередь. Женщины ведут себя как мужчины, мужчины ведут себя как женщины. Всех поменяли местами, и это выдают за равенство. Your instructors tell me you're doing well. Top quarter of your class. I hope so. They haven't posted any grades yet. Почему шоураннеры HBO взяли на ведущую роль Джоди Фостер? Потому что она сыграла одну из лучших женских героинь в кино. Где результаты этого вдохновения? Shut the fuck up! Главные женские персонажи прописаны из рук вон плохо. Все, что мы о них знаем, это то, что они имеют травмы из прошлого, могут стрелять и любят секс. Кстати, об этом. Он буквально сказал ей «нет» и сопротивлялся. Представьте себе эту сцену, если бы так делал мужчина, а не женщина. Это как-то не слишком прогрессивно. Это одна из причин, почему всех этих активистов так не любят. Они руководствуются специфической логикой. Мужчины поступали плохо с женщинами, теперь пришло время равенства. Поэтому теперь женщины будут поступать плохо с мужчинами. То, что должно было завершить этот цикл зла, просто создает его новый виток. Практически все мужчины в сериале показаны как негативные персонажи и к тому же идиоты. Это тоже проблема, потому что когда ты создаешь врагов своему персонажу и делаешь их некомпетентными идиотами и клоунами, ты обесцениваешь победу своего персонажа. Это раз. Вся эта попытка сосредоточить вселенское зло в мужчинах влияет и на финал. Значительная часть твиста строится на том, что «ну, мужики козлы». Это идет вразрез с логикой персонажей и превращает твист в полное разочарование. Это 2. Я уже не говорю о том, что есть чисто повесточные сюжетные линии, которые никуда не ведут или ничего не делают для сюжета. Мерзкий мужик выписал себе русскую невесту соответствующего сайта. Это выглядит как сюжетная линия, но она никуда не ведет. У нее ровно 2 задачи. Показать, какие мужики плохие, и показать, что персонаж отправил мошеннице все свои деньги. И теперь будет вынужден работать в том числе на плохих людей, что сыграет свою роль в финале. И, кстати, нам это проговорят в той же самой сцене. И больше никогда не вспомнят. Когда я досмотрел сезон, мне пришлось долго думать, зачем этот эпизод вообще был в сериале, и если он больше никогда не упоминается. И я чудом вспомнил эту сцену и как-то ее связал со всем происходящим. Или вот сюжетка с приемной дочерью героини Джоди Фостер и ее девушкой. Зачем она нам? Вы знаете зачем. И я знаю. Зато на Rotten Tomatoes люди довольны. Лучший сезон в истории. Ну как люди, критики? Но эти с лопатой и охотницы на привидений в 2016 году навернули. А ведь где-то живет Джеймс Кэмерон, который может снять фильм с хорошо прописанным сильным женским персонажем. Или с 2 сразу, или даже с 3, и все они будут не похожи друг на друга, сложные и интересные.
Hey, Vasquez. Have you ever been mistaken for a man? No. Have you? Oh, Vasquez. И сами фильмы будут хорошими. Короче, мужчины, как всегда, испортили сценаристкам-режиссеркам жизнь. Здесь, в финале, как и положено, будет маленький твист. Изначально Night Country не был сезоном True Detective. У Исы Лопес была идея написать сценарий детектива в сеттинге Аляски. Она предложила эту идею боссам HBO, а они предложили ей сделать из этого 4-й сезон. И как будто ей не очень-то и хотелось. Отсюда все эти ленивые толстые отсылки, все это стилистическое несоответствие первым 3 сезонам и все остальные проблемы. Для нас, конечно, это ничего не меняет. 4-й сезон – это катастрофа. Даже 2-й, написанный в попыхах и спотыкающийся сам о себя до середины, по сравнению с этим недоразумением, выглядит как шедевр. И что еще ужаснее, 5-й сезон будет делать тоже Иса Лопес. Did you actually love Annie? Yes. Okay. Please. Turn it off! Please! Turn it off! I got... Время — это, конечно, плоский круг, но кто мне вернет 6 часов моей жизни? 6 часов, которые я мог бы потратить с пользой. Добить уже платину в Resident Evil 1, например. Got a bad taste in my mouth out here. Почему каждый раз, когда создатели сериала хотят его убить, они сначала переносят действие на Аляску?